Участвуйте в розыгрыше призового фонда в 450 миллионов рублей. Джекпот «Большой куш» от Лиги Ставок. Всего одна ставка, и ты в игре. На очереди заключительный 13-й поединок ММА серии 49. Главный бой вечера. Средний вес. Внимание на экраны. Я Карасев Роман, обладатель бронзового пояса «Горилла ММА серии» с клуб «Неудержимый», город Калининград. Меня зовут Ильяс Якубов, я профессиональный боец, я сам из города Шали. Я представляю бойцовский клуб «Эра юных талантов» «Эют» из Москвы. Мы прошли хороший лагерь, прошел он в Нижегородской области. Первую часть нашего лагеря мы прошли в городе Кстово, в международной школе самбо. Вторую часть лагеря мы прошли непосредственно в самом Нижнем Новгороде, клуб ММА «Профит». Лагерь состоял у нас из 2 недель. Была как у нас и тактическая подготовка, так была и физическая хорошая подготовка. Мы шли на пик. Соответственно, последние 2 недели мы сделали подводку, поработали над ошибками, поработали над техническим заданием на бой. Я постоянно держу себя в форме, утром, вечером стабильно тренируюсь, держу себя в хорошей форме. Я готов и в стойке, и в борьбе, в любых позициях я готов дать любому бойцу бой. Своего соперника Ильяса Якубова мы изучили, то есть это достаточно хороший соперник для нас. Это будет хорошее для нас испытание. Он как может так и бить, так и бороться, поэтому будем брать тактикой. Соперник тоже такой, и бьет, и борется, и болевые тоже делает вот так. Я готов с любым бойцом мирового уровня драться. Я знаю, на что я способен. Я не говорю, что я такой сильный боец, меня невозможно победить. Конечно, это спорт, всякое бывает, когда ты выходишь в октагон, поэтому я готов к любым вызовам и против любого соперника. Это будет интересный и важный бой в случае моем, поскольку это будет защита моего пояса весовой категории до 84 килограмм. Буду отдавать все силы и делать все возможное для победы. Приветствую тебя, Роман. Желаю, чтобы у тебя все хорошо было со здоровьем, главное здоровье. Но если мы выходим в клетку, мы должны доказать, мы не просто так туда вышли. И поэтому давай покажем настоящее зрелище для фанатов, чтобы этот бой запомнился. Ильяс, давай покажем хороший бой, без травм, и пусть победит сильнейший. Мы начинаем главный бой вечера. В синий угол октагона приглашается боец из Калининграда Роман Карасев. Заключительный бой этого вечера. Средний вес. 84 килограмма весит оба спортсмена. Еще один представитель Калининграда на наших экранах — Роман Карасев из клуба «Неудержимые». 28 лет в этом году исполнится Роману. Он чемпион России по панкратиону, обладатель Кубка России по панкратиону и бронзовый призер первенства России по ММА. В 9 боях 7 побед, 2 поражения. Честно говоря, весовая до 84 для нашей страны очень значимая, потому что здесь и Вячеслав Веселевский, и Александр Шлеменко, и Рамазан Имеев, и много других достойнейших бойцов, которые вписали свои имена не только в российскую, а в мировую историю смешанных единоборств. Поэтому каждый раз, встречая здесь нового чемпиона, или человека, который заявляет о том, что он готов таким быть, это сразу попадание в очень серьезную такую когорту, где в России очень славные традиции. Поэтому посмотреть на этих 2 бойцов, пожалуй, будет особенно интересно. В красный угол октагона приглашается его соперник из города Шали Ильяс Якубов. Ильясу 30 лет. Вы слышали уже из города Шали.
обладатель Кубка Москвы по панкратиону, мастер спорта по боевому самбо, чемпион Чеченской Республики по грэпплингу. Еще несколько таких значимых титулов имеет как по самбо, так и по вольной борьбе, по грэпплингу. В 15 боях 11 побед, 4 поражения. Но оба очень опытных и амбициозных бойца. Поэтому будем надеяться на... В принципе, что там уже надеяться. Понятно, что будет бескомпромиссная борьба. Очень понравилось, да, интервью, которое дали бойцы, без каких-то особенных таких, ну, не знаю, каких-то грубостей. Ну, с уважением друг к другу. С уважением, да, каждый высказался о сильных сторонах оппонента. Предложил Ильяс то, что мы давай покажем шоу для зрителей. Причем оба высказались именно, ну, в таком каком-то правильном ключе, на который хочется равняться. Вот, смотря на этот поединок, хочется понимать, что за ними молодое поколение пойдет в правильную сторону. 27 лет, рост 186 сантиметров, вес 85,3 килограмма. Представляет Калининград, клуб «Неудержимые». Чемпион России, Кубка России по панкратиону. Достаточно высокие бойцы. Его профессиональный рекорд 7 побед при 2 поражениях. Роман Карасев. Его соперник в красном углу. Ему 30 лет, рост 187 сантиметров, вес 86 килограммов, родом из города Шали, представляет клуб «Эра» из Москвы, победитель и призер различных турниров по грэпплингу, ММА, боевому самбо и вольной борьбе. Его профессиональный рекорд 11 побед при 4 поражениях. Ильяс Якубов. Рефери в октагоне Никита Меркулов. Ну, что можно сказать? Бойцы, вы правы, покажите честный зрелищный поединок, соблюдайте правила. Руки пожали по углам. Действительно, очень серьезное ожидание от этого поединка. Он должен быть ярким. Это серьезные бойцы, это настоящие профессионалы. Это люди, которые, возможно, на своем пике и умеют все. Очень важный этап для их карьеры. И кто-то из них сегодня сделает серьезный шаг дальше. Роман Карасев сейчас является действующим обладателем бронзового пояса. Напомню, что пояса в организации есть бронзовый, серебряный и золотой. Ильяс, кстати говоря, из города Шали, славный город, из которого, например, родом такой замечательный человек, как Резван Султанович Бачкаев. То есть тот человек, неистовый просто патриот России, который специально для поддержания нашего отечественного спорта создал такой вид спорта, дисциплину, как грэпплинг. То есть аккредитованный вид единоборств. Грэпплинг сегодня это вот именно детище Резвана Бачкаева и его, соответственно, команды. Не умаляя ни в коем роде тех, кто был и создавал ADCC. Вот, и то, и другое, я думаю, во многом способствует развитию единоборств. Ну и самая большая мечеть в Европе находится также в городе Шали. Вот, здесь мы видим что? То, что Карасев взял снизу треугольник. Треугольник пока не закрыт, то есть он еще не опасен. Но как только расслабится, к примеру, Ильяс Якубов, то вполне возможно треугольник может и затянуться. А еще мы видели сегодня замечательный вариант перехода с треугольника на рычаг локтя снизу в этом, ну, почти в таком положении. Ничего похожего не повторилось, уже положение поменялось и пытается сбоку зайти, ну, в общем-то, базовый скорее борец Ильяс Якубов. Так, интересно, попытка обратного узла тоже не получается. Ну, честно говоря, трудно представить, чтобы так вот прям в первом раунде здесь, в этом поединке, что-то так существенно решилось. Скорее, в первом раунде мы можем увидеть то, что вырисовывается некий
такой путь, которым, возможно, в дальнейшем поединок пойдет. И если это так, то это путь, в котором позиционное доминирование остается за Ильясом Якубовым. Ну, на данный момент, да, однозначно, но нельзя сказать, что Карасев себя неуверенно чувствует. Вот, на данный Нет, момент, нет, конечно, он прекрасно понимает, что делать. Другой момент, что так или иначе он теряет сейчас достаточно много сил. Это неудобное положение, в нем ты не контролируешь свое дыхание, плюс затекают руки, ноги, и есть положение лучше. Хотя многие предпочитают гард. До сих пор есть люди, которые сами ложатся в гард, то есть вот такое положение снизу, обхватывая ногами, и работают снизу, атакуя на рычаг локтя треугольник. Такая классическая бразильская работа. Да, мы видим, что снова, видимо, будут попытки какой-то работы снизу со стороны калининградского спортсмена. Да, вот сейчас пытался выйти он на рычаг. Интересно, что он проходил подготовку в Кстово и в Нижнем Новгороде, то есть это альма-матер во многом боевого самбо в нашей стране. Там действительно сильнейшая школа, там проводится... Кстово — это родина самбо. В некотором смысле, то есть это такой серьезный бренд. Интересно, немногие знают, что прям родина самбо — это все-таки Москва. Если брать за основу то, что создатель самбо Харлампиев, то преподавал-то он как раз в Москве, в Московском энергетическом институте. Институте развития самбо имени Харлампиева, который, сейчас под таким именем существует. Но Кстово, да, это Международная академия самбо, это выдающийся бренд. И большое количество чемпионов оттуда есть. Смотрите, есть попытка удушающего. Захват пока не получается взять. Здесь вот в этом варианте удушающего принципиально важен захват и сильные руки. Вот сейчас есть захват, да, и есть дача. Есть дача. Вот неожиданно, да, и в первом раунде, представьте, закончился такой потенциально очень сложный поединок. Я думаю, что здесь и случайность в некотором смысле, да, потому что действительно очень достойные друг друга спортсмены. А с другой стороны, такие случайности, извиняюсь, ты 20 лет что-то тренируешь, а потом это как будто случайно получается. То есть неожиданно, конечно, как говорится, удача развязка. Улыбается подготовленным, но ни в коем случае не хочу принижать мастерство и профессионализм Романа Карасева. Просто, наверное, в чем-то чуть-чуть на самом деле повезло в этом бою больше Якубову, или он был более целеустремлен именно вот в этих своих действиях. Очень сильный каждый из них, и уверен, каждого еще ждет очень высокая карьера, но вот так вот немногословно и очень убедительно сегодня выступил боец из Москвы, косая черта Чеченской Республики. Да, немного не хватило, 15 секунд, и первый раунд бы прошел. А во втором все могло быть уже по-другому пойти, потому... Но в любом случае Ильяс Якубов одержал очень красивую победу, заслуженную над очень достойным противником. Красавец. Мое уважение. И действительно порадуемся за то, что так они здорово подготовились, нашли нужные ключики. И вот. Салам алейкум. Приветствую всех, кто смотрел, поддерживал меня. Вот мои братья пришли меня поддержать. Шаухал, Мухаммад, Весна, Уктам, Лема. Все, все братья, которые Вова Кироваканский, все, которые меня поддерживали. Всем. Амирхан, мой брат питерский, Жокерхан. Все, которые мне помогали полностью, поддержка финансово, морально, во всех аспектах. Всем салам передаю моему городу Шали, где я родился, вырос. А так я сам с родом с Урус-Мартана. Всей Чечне, ассаламу алейкум. Мы возвращаемся с победой. Мы выиграли чемпиона этой организации. Альхамдулилlah.
Хвала Всевышнему за все. От Роману всего, как бы, желаю всего самого хорошего. Хороший парень, достойный соперник. Я думаю, у него все впереди, еще молодой. Так что спасибо, кто поддерживал. Спасибо организации, которые дали мне возможность проявить себя здесь. Вот так. Все. И мы рады будем видеть тебя снова. Бесплатная ставка новым игрокам в букмекерской компании «Лига ставок».